Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. С наступающим Новым годом! Прямой эфир. 31 число. Кость Бондаренко на связи. Константин Петрович, приветствую вас. Добрый день. И я думаю, что в конце уже будем поздравлять. Но да, действительно, сегодня мы не изменяем традиции. Если среда, то среда, и, соответственно, по средам мы выходим в эфир. Так что рад приветствовать всех тех, кто сегодня не только нарезает там оливье, не только там готовит, охлаждает шампанское, но и смотрит наши программы. Да, друзья, всем большое спасибо, что присоединяетесь. Понимаю, что там через несколько часов уже буквально Новый год, но все-таки мы решили встретиться, чтобы вот его обсудить, да, чтобы его каким-то образом попробовать проанализировать. Тем более сейчас поводов для этого куча. Да. Нью-Йорк Таймс вообще там публикует, кто что сказал, кто на кого как посмотрел. Зеленский наговорил вчера, ой, как много всего интересного и разного. И сегодня еще наговорит перед самым Новым годом. И, конечно, горький итог вот всего уходящего 25-го это в том, что, ну, давайте так, не случилось мира, не пришли переговоры, собственно, в какую-то логическую точку. И почему, что да как, попробуем проанализировать и заглянуть в 26-й год. Как всегда, прямой эфир. Мы общаемся максимально с вами, поэтому свои вопросы вы можете оставлять в сообществе YouTube, в закрытом клубе телеграм-канал Шелест, в чате трансляции, ну вот в самом конце, не в начале. А в начале предлагаю проголосовать. Исходя из всего, что мы услышали за последние дни, а слушайте, у нас заявления прям такие, как бы чудесатие и чудесатие. Значит, судя по последним заявлениям, кто Украине желает процветания больше? Варианты. Трамп, Зеленский, Путин, Урсула и компания. Вариант «никто» я оставить не захотел, потому что, знаете, ну или там сами украинцы, потому что это очень очевидно и очень горько осознавать. Часы наступают те, где друг другу все желают самого наилучшего, да? Процветания, мира, благоденствия и всех остальных, собственно, чеснот и всего остального хорошего. Однако, Константин Петрович, ну, это что так, заранее начали поздравлять? По большому-то счету, насколько искренне эти слова и эти заявления. Трамп говорит, Путин хочет мира, Зеленский говорит, Трамп хочет мира, Зеленский, у него работа такая, чтобы Украина процветала, если он еще помнит об этом. Ну и, конечно, Европа, как вот наша путеводная звезда. Какой бы вариант вы выбрали? Ну, вы знаете, на самом деле я бы не выбрал ни один из этих вариантов. Относительно искренности поздравлений, в русской литературе, вы знаете, я сейчас не вспомню автора. В конце 19 или в начале 20 века один из писателей написал рождественскую историю о том, как рак свистнул. Там речь, фабула очень простая. Маленький мальчик ждал подарок к Рождеству, но ему сказали, что денег нет, и подарок будет тогда, когда рак свистнет. И он понял, что вот для того, чтобы исполнились все заветные желания человечества, рак должен свистнуть. И вот он всю свою жизнь посвятил там генетическим экспериментам разного рода. Он понял, что для того, чтобы рак свистнул, у него должны быть губы, как минимум. Вот он начал наращивать эти губы, начал проводить эксперименты. Он этим занимался, его сын, его внук и, наконец, правнук известил о том, что вот в такой-то день свистнет рак. Вот, и все заветные желания человечества исполнятся. И в результате это привело к катастрофам. Вот, потому что, как оказалось, все самые тайные желания, вот, все самые сокровенные желания оказались как-то, скажем, не самыми благоразумными. Вот. Так что в результате ни одно из желаний, которое декларировалось там, как бы пожеланий там, добра, здоровья и так далее, не воплотились, воплотились только самые темные. Но, скажем так, поэтому, когда наши политики поздравляют нас, вот, знаете, делите на 10. Вы знаете, будем делить на 10 и проголосуйте, друзья, пожалуйста. Очень интересно. Да? Вот вообще эта вся война выглядит за то, что давно уже выглядит за то, чтобы Украина исполняла Конституцию. И получается, у нас мы на финале, да,
этого года, в последние часы, и тут сегодня целый день говорят, вот, «Украинская правда» пишет, офис президента теперь не будет таким, как прежде, ну, без Ермака куда же, да, и теперь СНБО переберет ряд функций. Все сразу начали думать и анализировать, ну, понятно, у Зеленского там коллективная ответственность, СНБО, эти санкции начали вспоминать, Умерова тоже как бы, да, на него начали с прищуром смотреть. Ну, понимаете, в чем дело? Ведь этот год показал, что власть, ну, ничтожна. Ну, душонки такие очень и очень хлипкие, потому что, ну, казалось бы, да, ну, офис президента, вляпаться в такой скандал, причем это длилось полгода с этим НАБУ, с этой коррупцией. Многие из людей, когда у них проводили опросы, а там, чем запомнился этот год, конечно, воровством. Какое главное событие внутри украинской политики, кроме войны, сейчас мы про войну поговорим, тем более сегодня новости приходят из Сумской области, опять продвижение у российской армии, там, где, казалось бы, да, нас уверяли, что ничего не должно быть. Какое главное внутриполитическое событие вы бы отметили за 25-й год? Ну, я думаю, что я не буду оригинален, если я скажу, что это именно то, что власть продемонстрировала, дала слабину и продемонстрировала, что она не столь всесильная, не столь страшна, как она пыталась себя позиционировать на протяжении последних лет. Поэтому я думаю, что коррупционный скандал, отставка Ермака и трещина, которую дала система, это главное событие 2025 года внутри Украины. Насколько эта трещина глубока сейчас, что, ну, простите, там Власюка, тот, который за санкции отвечает, понимаете? Да. Их два брата-близнеца, вот, Власюки. Так что тут еще надо четко видеть. Ну, или они будут там руководить по очереди, там в один день другой день другой. Ну, да. Один занимается санкционной политикой, а второй, если я не ошибаюсь, заместитель главы Хмельницкой администрации. Ну, это товарищи, которые вышли и сколотили себе, ну, так пишут о них, состояние на МСЭКах, на этих ВЛК, на вот это все истории. У них там родители связаны с МСЭКом в Виннице, так, насколько я знаю. Я не особо вникал в их биографию, просто, ну, очень близкий человек к Ермаку, очень близкий. Власюк, который отвечает за как раз санкции, он очень близок к Ермаку, очень часто бывает в Европе, его эмиссары ходят по Европе, вот, ведут душеспасительные беседы с людьми, которые уже попали под санкции или с их доверенными лицами. Такие. Так что... Нет, просто понимаете, в этом году и вы, и я попали под санкции, поэтому Да. такой тоже своеобразный итог года, понимаете? Да. То есть... Ну, вы знаете, сейчас не попасть под санкции, это для порядочного человека это как бы даже удивительно. Я очень хорошо помню, как в конце мая вот была одна компания, там, ну, праздновали, там уже не помню, что праздновали, и появился один человек, вот, к которому все обратились: а ты почему еще до сих пор не под санкциями? Вот, он даже начал оправдываться. Ну, через месяц, правда, и он тоже попал. Я просто к чему это все вывожу, да, к тому, что из себя сейчас представляет власть и вертикаль Зеленского. Когда он говорит о том, что Трамп хочет, чтобы Украина средняя зарплата выросла, вот складывается впечатление, что он начал отмечать раньше, чем положено. Скажите, ну вот, условно говоря, Трамп – это президент Украины. Почему Трамп должен думать о том, какая зарплата у граждан Украины? Почему Трамп должен думать именно об Украине, а не о любом другом государстве из 204 или сколько у нас там сейчас есть государств? Почему он думает только об Украине? Вот. Это что, реинкарнация вот этой вот известной ельцинской максимы, что проснувшись утром, спроси себя, что ты сделал для Украины? Вот. На самом деле Трамп, президент Соединенных Штатов, он думает про Соединенные Штаты. Вот. Каким образом он может сделать так, чтобы в Украине выросли зарплаты в 3-4 раза? Это задача Зеленского на самом деле. Об этом должен думать Зеленский, а не Трамп.
Что, Трамп поделится деньгами, которые есть в Соединенных Штатах? Он просто с барского плеча даст нам денег на то, что, а вот тебе, Володя, возьми вот денег, пусть твои люди не голодают, пусть они ни в чем себе не отказывают, давай подними им зарплату 3-4 раза. Вот. Но это же нонсенс на самом деле. Это же так, для красного словца сказано. Это так, чтобы понравиться Трампу, чтобы ему передали. Вы знаете, а вот Зеленский вас больше не называет земляным червем. Вот. Он о вас даже положительно отозвался. Глубина вот этого раскола внутри, это же отражение, как, в общем-то, не нашли общий язык на протяжении года в Белом доме и на Банковой. То есть раскол ровно такой же, как и между, ну, вот с американцами. Именно и А, тут. Как вы думаете, вот что пошло не так? Да, изначально все пошло не так, потому что Зеленский сделал ставку не на Трампа, не на сотрудничество с Трампом, сделал ставку на антитрамповскую коалицию или глобалистский интернационал, который сегодня заправляет в Европе. Зеленский делает ставку на Мерца, делает ставку на Старбера, на Макрона, на своих друзей в Европе, думая, что они помогут ему и вести войну дальше, профинансируют дальнейшее ведение войны и защитят его от Трампа. В результате это абсолютно убийственная для Зеленского ставка, которая вряд ли сработает и которая сыграет еще с ним уже в самое ближайшее время злую шутку. Да, Новый год сейчас шагает по планете. Мы в прямом эфире, друзья. Спасибо, что присоединяетесь. Пожалуйста, ставьте лайки и пишите поздравления, теплые добрые слова в чате. Ну вот, это прям очень замечательно, что мы вместе, там уже 2 часа ночи в Петропавловске-Камчатском, там тоже уже отмечают Новый год, пишут в чате трансляции мне. Прогноз от Economist подоспел, в общем, мира не будет, война в Украине будет продолжаться минимум до января 2027 года. Трамп полностью перебросит ответственность за поддержку Украины на Европу, которая может просто этого не выдержать. Это то, что говорилось на протяжении всего года, и вот это квинтэссенция от прогноза Economist. Это те вот эти таблошки, да, которые там, ну, все помнят. Как вы думаете, вот так по этому сценарию все пойдет? Ну, на самом деле, Economist, это, давайте не будем забывать, что это не независимые средства массовой информации. В политической, в медийной среде, в бизнес-среде считается, что это рупор дома Ротшильдов. Вот одно из тех средств массовой информации, которые отражают позицию именно этой транснациональной группы. Вот, поэтому именно таким образом и стоит воспринимать данный прогноз. Это прогноз, который следует рассматривать как прогноз от Ротшильдов. Но существует большое количество других влиятельных групп, которые не всегда соглашаются с Ротшильдами. У нас их считают всесильными, каким-то там исчадием ада и так далее, которые дергают за все возможные рычаги влияния, которые наперед знают, что будет, но на самом деле сегодня они являются одним из игроков, теневых, но все-таки игроков в политической и экономической жизни планеты. Сейчас мы видим, что после вот этой истории с атаки на резиденцию Путина, причем вот я хотел бы, чтобы вы проанализировали этот момент, эту вот красоту игры, да? Значит, Трамп не сразу звонит Путину, хотя все поняли, что сразу после Мар-а-Лаго должен был звонить Путину. Он звонит через какое-то время. В этот момент выходит в публичное пространство Лавров, говорит, в ночь была атакована резиденция. Дальше Зеленский тут же опровергает, говорит, это фейк, русские негодяи, там туда-сюда, в общем, Сибига тут быстро-быстро начинает. Понеслись заявления Пакистан, там Арабские Эмираты, Индия. Эмираты, да. То есть пошли такие, они такие вроде как не против Зеленского, а просто, что это недопустимо. Ну, такие человеколюбивые, традиционные дипломатические заявления. Дальше еще пауза, где-то в ночь, да, и все вроде как уж и торжествуют, вот как все уделали Россию. И вот сегодня, 31 числа, Минобороны Российской Федерации сводит, так сказать, сообщения свои, рисует карты, показывает обломки. И как-то все очень и очень выглядит в этой плоскости угрожающе, потому что сказано 2 вещи. Первое, будет ответ некий,
тяжелый. А второе, Россия меняет переговорную стратегию, позицию переговорную. Теперь нужны выборы ради мандата, и только тогда будет мирное соглашение. А перемирия не будет, потому что все идут к мирному соглашению. Что это означает по динамике событий, как вы считываете, ну, собственно, позиции российские в этом всем экшене и украинские, ну и американские, конечно же. Кстати, я сказал бы, что Россия очень виртуозно перехватила технологии, которые ранее были опробированы Западом против России. Вот, в эпоху постправды, в эпоху, которую мы сейчас проживаем, абсолютно неважно, было событие или не было. Никому не нужны доказательства. То есть по факту, то есть после заявления какое-то количество государств поддерживает, что да, мы верим, условно. Верим в то, что это событие было, что это событие произошло. И каких-то дополнительных доказательств не последует. Вспомните ситуацию со Скрипалями, с отравлением Скрипалей. Было отравление, не было, были Скрипали, был ли новичок, никого не волновало. Любые попытки там потребовать «дайте доказательства», какие ваши доказательства, да, помните известную фразу. Так вот, на это отвечали, а мы не обязаны предоставлять доказательства вообще. Поэтому вот хотите верьте, хотите нет. А мы исходим из того, что highly likely Россия пыталась отравить на территории Великобритании граждан. Вот, и все. И после этого начались там определенные действия, обструкция России. Более того, что изоляция России начиналась не с вторжения в Украину, а именно с фактически с ситуации с новичком. Так вот, сейчас можно сказать, что были эти налеты, не было, это уже никого не волнует. Теперь Украину заставили оправдываться. Более того, Запад тоже заставили оправдываться. Вот, фактически Россия пыталась что-то такое в информационном пространстве там, забросить еще в июне после операции «Паутина». Но тогда вышло как-то скомканно, не особо, скажем так, очевидно. Имеется в виду, когда были обвинения в адрес Европы так, и были определенные угрозы, но тогда замяли дело. Замяли. Сейчас Россия показала, что она может использовать информационное оружие достаточно эффективно против своих оппонентов, не только против Украины. Россия заявила о том, что она сменит переговорную позицию. Что будет включать это не только кроме мандата, не только кроме необходимости подтверждения мандата на выборах, но, возможно, будут новые требования относительно территориальных уступок со стороны Украины. Возможно, еще какие-то дополнительные требования, я не знаю. Но сам факт. И как раз позиция Соединенных Штатов, такая тоже колеблющаяся в этом, которая скорее даже расшифровывается как поддержка России в этой ситуации, чем поддержка Украины, она тоже очевидна. Так что очень сложно будет Украине каким-то образом парировать. Говорит, что нас там не было, говорит, что вы все врете, это на самом деле слабая позиция, потому что сейчас таким образом доказать что-то Украина не сможет. А приходится доказывать, приходится оправдываться. Понимаете, тут возникает очень такой очень нехороший момент. Я сейчас объясню даже в чем он, собственно, не совсем хороший. Исходя из двух сообщений, это за последний час, вот сейчас. Значит, у нас вот публикуют разные телеграм-каналы вот такие замечательные снимки. Мол, смотрите, полетело. Длинные Нептуны, дроны. Вчера ровно такие же сообщения были вечером. Плюс вот такой ролик запускает на своих ресурсах СБУ. Вот. Очень известные, скажем так, моменты. Ну, без звука ставлю, потому что песня известная. Там по-русски это праздник там приходит, по-украински свят он облажается. И вот едут собака Малюка, эти фуры с СБУ, вот там игрушки с логотипом, все это мы видим, и, мол, ну, понятно, искусственный интеллект, но это типа анонс. Понимаете, какая штука? Вот Украина вместо того, чтобы оправдываться, да, она вот демонстрирует, что будет бить дальше. Так а какой ответ
готовит российская сторона, тем более, что Лавров говорит, цели уже выбраны. Может ли этот ответ быть персонально по Зеленскому, и уже некоторые там говорят, что за ним началась охота, или тут другой будет, асимметричный какой-то выпад, который, собственно, опять в очередной раз украинцев заставит страдать за зеленую власть? Россия демонстрировала на протяжении всей войны, что ее ответы всегда были асимметричны. Что не было ответов, условно говоря, по принципу вот вы ударили по нашему нефтеперерабатывающему заводу, мы ударим по вашему какому-то. То есть такие ответки на самом деле были редкими, и я думаю, что скорее даже случайными. Вот. Но Россия находила возможности для того, чтобы ответить, достаточно серьезно ответить Украине за те или иные действия. Поэтому я думаю, что и сейчас ответ будет асимметричен. Ну, смотрите, то есть все говорят об орешнике, все говорят... Нас все сразу вспомнили, понятное дело, все про ядерное оружие, про орешник и вот этот набор страшилок, которые на протяжении всей войны доставали постоянно, как только что-то случалось, как только был прилет некий на территорию Российской Федерации, достаточно резонансный, сразу же включались там определенный набор лидеров общественного мнения и журналистов, которые говорили, вот по нашим данным точно сейчас применят ядерное оружие. Даже время указывали, когда, где и прочее. Вот сейчас точно ударят по дамбе Вышгородского водохранилища и смоет Киев полностью. Вот сейчас применят орешник. Точно по центру Киева, вот у нас даже есть данные, вот прямо по колонне независимости, вот туда вот прямо ударят. Ну, одним словом, понятное дело, что нагнеталась ситуация на протяжении всей войны, но все эти прогнозы оставались нереализованными. Как вы думаете, сейчас ведь четко понятно, с Зеленским говорить уже никто не будет. Трамп уже все сказал, ну, судя по всему, судя по Мар-а-Лаго. Путин после этого, пожалуйста. Зеленский только говорит, я готов говорить с Путиным, если россияне не боятся. Не боятся кого? Малюка с его собакой? Ну, на самом деле, помните, мы неоднократно говорили в наших эфирах, что Путин с Зеленским говорить не будет. Он не будет говорить, потому что, во-первых, он не считает его ровней себе, во-вторых, он не считает его легитимным. Есть два таких момента. Вот. Это объективная картина. Вот. И сейчас российские войска не в той ситуации, когда необходимо спасать положение и необходимо Путину срочно ехать и встречаться с Зеленским. Так что он сейчас может диктовать условия. Совсем непонятно. Вы не подумайте, что я там прогреваю, прокачиваю эту тему. Просто это правда, прям правда тема. Да, тема этого Нового года. Да? Я помню, и причем у меня на канале некоторые эксперты прям говорили, ну не то, что они там знали наверняка или ну, уповали на то, что в сегодняшнем вечернем обращении новогоднем Зеленский скажет, я устал, я ухожу. И это лучший сценарий. Вот сегодня Лукашенко... А я тоже считаю, что это лучший сценарий, но Зеленский им не воспользуется. Зеленский, Лукашенко говорит, что по резиденции Зеленского вполне себе может, ну, Россия имеет возможность нанести удар по резиденции Зеленского. Но это такое какое-то заявление странное, но его все понесли, мол, с тем расчетом, что или там Лукашенко что-то знает, или угрожает, или еще что-то, или там орешник, который в Беларуси направлен на Киев. Короче, все вот сейчас крутятся вокруг того, что, ну, после поста Медведева понятно, что за Зеленским идет охота. Как это повлияет на его решение на международном треке? Вы понимаете, дело в том, что система охраны Зеленского устроена таким образом, что никто не знает, откуда Зеленский будет выходить в тот или иной момент. Мы же не подозреваем, что Зеленский постоянно сидит там, у себя в кабинете на 4-м этаже Банковой. Вот. Понятное дело, что с начала войны он там вряд ли появляется или появляется для определенных церемониальных действий. Что он сидит в одном единственном бункере. Вот. У него есть большое количество резиденций, большое количество бункеров вот, по территории Украины, в Житомирской области, в Ивано-Франковской области и так далее. Вот.
То есть это ударить, что по всем одновременно. Вот. Более того, вот, вполне возможно, что Зеленский может на определенном этапе находиться за пределами Украины, имитируя присутствие в Украине. Но если он мог имитировать там, присутствие в тех или иных населенных пунктах, например, вот последняя имитация, созданная Хромакея, его присутствия в Купинске, то вопрос как раз его присутствия в Украине тоже, его можно абсолютно создать. Это при нынешних технологиях где-нибудь он может сидеть, находиться в Польше, в Британии, еще где-либо, появляясь время от времени в Украине. Но в момент опасности, находясь за рубежом. Поэтому я думаю, что ударить вот четко по Зеленскому, знать точно, что в данный момент находится, где находится Зеленский, это достаточно сложно и проблематично. Вот. Что бы мне ни рассказывал, я просто не говорю свое мнение, я в этом не специалист. Я общаюсь с людьми, которые являются специалистами. Сейчас, и они мне рассказывали неоднократно, каким образом, какие нынешние ухищрения позволяют сохранить жизнь тому или иному человеку, вот, не подставляя его под опасность. Но гарантии, я так понимаю, жизни сняты. Я думаю, что на сегодняшний день, я не буду говорить, сняты или не сняты, потому что, понятное дело, что гарантии, определенные гарантии соблюдаются, определенные каналы связи между Москвой и Киевом на протяжении всей войны сохранялись, определенные контакты, были определенные контактные группы, которые были определены, которые контактировали в тех или иных случаях и через посредников, и и напрямую были контакты. Это я не имею в виду, что это контакт между Зеленским и Путиным. Нет, смотрите, в этом году ушел Козак. Да? Это тоже такое Козак событие. этим не занимался. Смотрите, на самом деле, если так говорить, то вот эти контактные группы были сформированы на уровне определенных силовых ведомств России и Украины. Козак, его миссия закончилась в 2022 году, когда он на известном заседании Совета Безопасности Российской Федерации выступил против широкомасштабного вторжения. Потом он летом этого года предоставил достаточно обширную, как говорят мои российские друзья, они говорят о том, что он предоставил очень обширную записку, касающуюся войны и дальнейшего сценария развития боевых действий. А потом, это уже осенью, начали запускать информацию, что якобы Козак предлагал там какие-то реформы и прочее. Но это как раз не подтверждается моими источниками, что он что-то хотел реформировать. У него не было таких полномочий. А вот как раз контакты по линии Украина-Россия относительно обмена пленными, относительно определенных гарантий безопасности, они были. Условно, Зеленский едет в Херсон. Зеленский едет в Херсон, российская сторона уведомлялась о том, что Зеленский едет в Херсон. Зеленский приезжал, фотографировался, вручал награды, уезжал из Херсона в определенное время. Через 40 минут начинались обстрелы Херсона. И так было во многих других населенных пунктах, где бывал Зеленский. Понятное дело, что эти все вопросы согласовывались. Пару раз были попытки сорвать эти договоренности. Пару раз были. Первый раз это когда в Одессу приезжал премьер-министр Греции, и когда в 500 метрах от места пребывания там был прилет. Это первое. Но это был своеобразный ответ за то, что в Курской области, когда Путин находился в Курской области, был обстрелян, тоже были обстреляны украинской стороной территории, которые непосредственно прилегали к месту его пребывания в то время. Так что это было буквально два момента, которые выходили за рамки согласованности. Очень интересно, что, понятно, да, вот я уже говорил о том, что мы в прямом эфире сейчас, и уже есть обращение Путина, оно записано и уже транслируется по часовым поясам. Знаете,
мы уже отвыкли, украинцы, от подобных обращений, если честно. У нас там так, чтобы минут на 20 с красивыми картинками, с этими всеми видео, с вот это все, там, Зеленский, вот это, там, маленький Оскар, чтобы вручить, понимаете? А там нет, там около 4 минут поздравления, всем счастья, здоровья пожелал, своих воинов СВО похвалил, всем пожелал, ну, подчеркнул о том, что сражаются за Родину. Ну, в общем, как бы понятно, да, то есть любви пожелал, которая вдохновляет, память, вера и традиции соединяют поколения, в общем, стандартный, как бы, такое обычное, ну, вот классическое поздравление новогоднее, от которого украинцы, собственно, ну, отвыкли. Но тут интересно выглядит другой эпизод. Сегодня официально там министр от Белого дома официальное поздравление отправил россиянам, ну, то есть россиянам. В прессе как бы танкер обсуждают, которые взяли, нарисовали российский флаг на на нем краской, да, и американцы перестали его штурмовать. То есть мы явно видим абсолютно другие обстоятельства продолжения этой войны. И кажется, что ну, войну сейчас продолжать вообще бессмысленно. Потому что американцы Смотрите, уже как бы с россиянами заодно, понимаете? Что вы скажете о 25-м году и об отношениях России и Америки? Я не люблю заниматься самоцитированием, но сейчас придется. На протяжении 25 года я постоянно говорил неоднократно в наших программах, что Россия и Соединенные Штаты где-то в апреле-мае 25 года нашли точки соприкосновения. Миссия Дмитриева, миссия Уиткофа, они заключаются же не в том, чтобы помирить Россию и Украину. Они заключаются в сближении между Вашингтоном и Москвой. Почему? Потому что Вашингтон понимает, что есть северные арктические программы. Есть энергетические программы, которые можно внедрять вместе. Это и газовые, и газодобыча, это и та же ядерная энергетика. Что касается газодобычи, Соединенные Штаты подписали огромное количество фьючерсных контрактов в этой сфере, а самих объемов газа им не хватает. Они ищут сейчас разные варианты, в том числе они рассматривают и Россию. В том числе рассматривать Россию как вариант там совместной добычи газа, плюс логистические там проекты. Все вместе, совместно, это несколько триллионов долларов. Несколько триллионов долларов, которые могут существенно оживить экономику Соединенных Штатов. Соединенные Штаты понимают, что союз с Россией, экономический союз с Россией, обеспечивает им определенный успех, Трампу и его команде. Он сможет показать, продемонстрировать гражданам Соединенных Штатов, что вот он успех. Вот у вас увеличилось количество денег в кармане, у вас увеличилось количество продуктов в холодильнике, жить стало лучше, жить стало веселее. То есть это все он может продемонстрировать. Вот, для того, чтобы заткнуть рты тем же демократам, глобалистам и всем прочим. Вот, что касается вот этих всех проектов, они возможны, но для этого необходим один главный вопрос обеспечения – снять санкции с России. Для того, чтобы снять санкции с России, необходимо закончить войну в Украине, потому что санкции налагались по определенным показателям, после определенных действий. И для этого необходимо вот как раз именно мирные соглашения. Вот, не потому, что Трамп действительно любит украинцев и хочет добра Украине, не потому, что Трампу не дает спать осознание того, сколько украинцев гибнут в этой войне, а именно потому, что необходимо закончить войну, чтобы начать более активные действия в экономической сфере, чтобы Россия и Соединенные Штаты начали действовать. Это не значит, что будет полностью та разрядка, которую мы наблюдали в Горбачевские времена. Это не значит, что Соединенные Штаты сразу же перестанут быть там, определенной осознанной опасностью с точки зрения россиян. Но зарабатывать деньги совместно станет более спокойно и более приятно. Поэтому в этой ситуации как раз я считаю, что именно фактор
фактор экономических проектов, совместных экономических проектов, а не фактор любви к Украине, движет Трампом для того, чтобы заставить Украину, заставить Зеленского закончить войну. Как? На тех условиях, которые были оговорены в Анкоридже летом 2025 года, которые до сих пор остаются неизменными и которые пока что Путин намекнул, что он может в одностороннем порядке пересмотреть. Понимаете, по поводу этих условий Анкориджа, он как, знаете, призрак коммунизма бродит из переговоров к переговорам. Сейчас масса, скажем, публикаций вышла. Ну, это Нью-Йорк Таймс, они там разродились секретами. И о том, как Рубио, сидя напротив Лаврова, цитировал из «Крестного отца» вот эту фразу, ну, как бы речь такую, да, про мужчин. Лавров усмехнулся. Нью-Йорк Таймс вообще там говорит о том, что вообще Венс насытил Пентагон своими людьми и вместе с Хекситом еще до инаугурации даже, условно, Трампа, да, вот уже тогда они вынашивали планы, и, короче, что Украина тонущий корабль, надо от нее отказываться. Вы видите, что Соединенные Штаты могут прямо выступить на стороне России? Нет, прямо не будет. Есть обязательства Соединенных Штатов относительно государств НАТО, вот, есть другие моменты, но что касается Соединенных Штатов, они дают недвусмысленно понять, что есть определенные интересы у Трампа и его команды. Есть еще один момент, который следует учесть. Сегодня правящая команда в Соединенных Штатах, она состоит фактически, можно там из 3 групп, но реально 2 большие группы. Первая группа – это семья Трампа и корпорация МАГА, так их назовем, политическая корпорация МАГА. Вот. Это Венс, это Хексет и так далее. То есть это Кушнер, это Уитков. Вот. То есть они считают, что необходимо, что главная задача в политическом плане, геополитическом плане, дать бой глобалистам. Потому что прошлая каденция Трампа в 2017-2021 годах показала, что ставка на союз с правильными, якобы казалось, глобалистами, такими как Болтон, Помпео и так далее, они просто погубили Трампа. И не дали возможность ему реализовать себя на выборах 2020 года. Это первая группа. И в этом плане они понимают, что Россия, а также отчасти Китай, являются их союзниками в борьбе с глобалистами. Вторая часть команды Трампа – это вот именно республиканское крыло республиканцев в Конгрессе и в Сенате. Это люди типа Линдси Грэма и прочих, которые считают, что необходимо с глобалистами бороться против России и против Китая. То есть, чтобы ничего не менялось, чтобы Соединенные Штаты занимали прежнюю позицию. Накануне промежуточных выборов в Конгресс Трамп не может сегодня позволить себе ссориться с республиканцами. Вот, ни с одним из крыльев. Республиканцы не монолитны. Республиканцы – это от 6 до 8 групп разношерстных, которые объединены в одну политическую партию. Он не может себе позволить ссориться, и поэтому он балансирует. Поэтому он не может заявить о том, что вот, да, действительно, мы сейчас меняем свою политику, потому что он понимает, что это отсекает значительную часть его команды и переводит их в разряд его врагов, его оппонентов, и более того, что это может лишить его поддержки и со стороны части его избирателей, и части его финансистов. Вы знаете, на протяжении, вот правда, на протяжении вот этого, особенно финала этого года, действительно оказалось, и я признаю, вот что разрулят именно к концу года, но может чуть-чуть в начале следующего. Раввины тут как бы ни почем. Лично от меня это исходило исключительно исходя из понимания того, что выбьют Украину полностью. Имеется в виду инфраструктурно, имеется в виду демографически, вот имеется в виду вообще общество просто приобретет необратимые изменения и
ну, можно пафосно это говорить, что Украина уже не будет Украиной, той, ну, уже и так понятно, что не будет той, которая была, но это будет уже не Украина точно. Можно, я вот, знаете, тут много там на протяжении года мы слышали проектов, предложений, а давайте Украину переучредим, кто-то говорил, давайте название поменяем, ну, не пошло, ну, за 30 с лишним лет, не пошло, давайте что-то другое. Но я прежде всего считаю, что война в 26 году, тем более, что мы на пике эскалации, мы сейчас на пороге серьезной эскалации, будет серьезно и губительно. Значит, вот такой инфографикой делится сегодня официально Украина. Ну, я не буду там инфографику итоги года СБУ подводить, они там и варшавянку поразили, хотя это, понятно, все там и паутина и так далее, и Малюк там свято наближается, фуры запустил из искусственного интеллекта. Мне интересует другой момент, очень важный. Значит, показали эту статистику и сообщили, что, значит, более 60 кабов в районе 2500 ракет, там 2400, да, фигурируют, и более 100 тысяч беспилотников, вот эта земля украинская, вот это вот то, что под контролем Киева сейчас, ну, понятное дело, то, что не под контролем, тоже атакуется, в общем, она приняла. И это не предел. И это по нарастающей. А в следующем году будет больше кабов, больше дронов, больше всего. Как вы оцениваете предел прочности, который Украина продемонстрировала в этом году, и какие перспективы на следующий? Ну, предела, как мы видим, нет, в принципе. Ну, тем более, что удары мы видели на протяжении этого года, удары наносились преимущественно по инфраструктурным и военным объектам. Промышленным объектам, которые связаны с войной и так далее. Это мы видели. Понятное дело, что война, есть прилеты и в гражданскую инфраструктуру, в мирные дома и прочее. Это здесь уже разбираться, чье прилетело, по чьей вине, сбили или целенаправленно направляли. Это уже, я думаю, что никто этим заниматься не будет, разбором. Но если говорить про Украину, то я думаю, что очередной волны, подобной той, которую мы наблюдали буквально совсем недавно, пару недель назад, украинская экономика уже не вынесет. Украинская экономика сейчас и так в очень серьезной зависимости от поставок электроэнергии. Понятное дело, что любое промышленное производство требует бесперебойности энергопоставок. Но в этой ситуации говорить про какую-то стратегию развития экономики очень и очень сложно. Я боюсь, что еще один год не сможет экономика Украины вынести. Еще один очень важный момент, который я хотел бы с вами обсудить в контексте того, что может и не может вынести Украина, это ситуация с ТЦК. У нас даже сегодняшний новогодний день, по большому счету, 31 число, завтра Новый год, не обошелся без стрельбы, без там ножей, без задержаний, без вот этих, ну, новостей об этом, да, там в Харькове сегодня и вообще по всей стране. Вы знаете, 25-й год, если так его подводить, определенную черту и провожать, я бы отметил две вещи. Вещь первая, ну, по поводу культа Зеленского. Он как бы начинает он уже практически развенчался. Ну, то есть практически все понимают, кто такой Зеленский, мне кажется, точно. Просто есть те, которые как бы по инерции продолжают поддерживать, по инерции, или там от безвыходности продолжают поддерживать. Слишком сильно ненавидят россиян, да, за эти годы, что поддерживают Зеленского. Но исключительно потому, что он классный, мудрый и потрясающий политик, его не поддерживает никто, даже внутри у него, понимаете? Это такой вывод я могу сделать. А второй момент – это ситуация, которая вот это же просто какой-то. Я там показывал в сегодняшнем даже там одном из интервью. Ну, вы видели точно. Мэр Филатов выходит, да. Напротив него в развалочку лежат на стульях военные, как хозяева положения. И он начинает говорить, что очень много мусора в городе Днепр из-за уклонистов.
Мол, они сидят по домам, не высовываются, заказывают себе доставку, еду, там другие вещи. Мгм. И потом начал говорить, да не хватает там этих для того, чтобы убирать мусор, в общем. А вы понимаете, какая за этим кроется очень трагическая ситуация? Значит, во-первых, то, что он переводит акцент с ТЦК, который кошмарит украинский народ, это понятно. Но тут другой момент. Значит, мы за этим всем можем видеть перспективу. Значит, дальше в 26-м году ТЦКшники будут заходить в частную собственность, вламываться в квартиры особо активно. Дальше. Они, вот эта конституция, все эти дела, это вообще не о том. Все проблемы вообще, это не потому, что власть воруют, друзья Зеленского воруют, не потому, что еще какие-то, а потому, что уклонисты, понимаете? Да. Очень опасный итог. Как вы это прокомментируете? Ну, Борис Альбертович в своем стиле, он всегда отличался особой беспардонностью, когда оценивал какие-то процессы. Но в данной ситуации он остается верен себе. Видите ли, уклонисты. Можно подумать, что уклонисты все сидят и вызывают только там Глова или еще кого-то, правда. То есть у них нет жен, у них нет матерей, там, бабушек и так далее, которые могут пойти купить продукты. Вот. А так, кто виноват? Ну, уклонисты, конечно же. Я думаю, что просто его заявление, оно не выдерживает критики. Что касается ТЦК и того, что участились не просто сопротивление ТЦК, а вооруженное сопротивление ТЦК, когда стреляют представители ТЦК, когда используют холодное оружие против них, когда набрасываются толпой, вот, они начинают кричать, что дайте нам оружие, чтобы мы могли защищаться, начинают там говорить. Я буквально месяц назад в Вене встретился с одним человеком, он вышел сам на меня, вот, он смог перейти через границу нелегально. Вот. Он сейчас он добрался до Вены, соответственно, дальше поехал. Вот. В Вене мы с ним пообедали, и он сказал, я когда шел на свой страх и риск, я с собой нес нож. Я говорю, а зачем? Вот. Но я бы, говорит, так просто не дался. Так просто бы не сдался бы. Я говорю, ну, а заявить, там, например, если вот взяли, ну это же можно сесть, надолго сесть, а заявить просто, когда ТЦКшники придут, написать заявление, что я отказываюсь служить, дадут срок, там, в крайнем случае. Вот, но срок, который будет меньше, чем, например, за убийство. Он говорит, нет, на самом деле, говорит, я понимаю, что там очень многие пытаются отказаться, очень многие в надежде на то, что их получат срок, но их прессуют таким образом, их избивают таким образом, чтобы у них вообще выбить любое даже желание, даже думать о том, что они могут отказаться. Вот. И я, говорит, боялся, что я просто не смогу этому противостоять. Поэтому так, чтобы уже наверняка говорит, получить срок в случае, если я попаду. Это один из таких вот принципов, это один из примеров таких, которые вот, ну вот я от частного лица это услышал. Людей доводят до отчаяния. Людей доводят до отчаяния. А потом нам социологи говорят, что 35% украинцев доверяют ТЦК. Вот. Вообще. Это просто... Это просто что-то с чем-то. Ну, возможно, что просто респондентами были в основном представители ТЦК. Может, интервьюеры подходили в основном к людям, которые там стояли и ловили очередные жертвы, и спрашивали, а как вы относитесь к ТЦК? Они говорят, конечно, поддерживаем, однозначно. Выборка так была. Смотрите, по поводу вы так социологию зацепили. Мы тоже неоднократно вот по средам каждый раз, в общем, да, описывали, и когда подходили социологические какие-то измерения, опросы, все комментировали. И понятное дело, что во время войны этой социологии грош цена, однако. Давайте тогда оттолкнемся от... Ну вот Economist прогноз мы уже обсудили, а там же полетело, да, Financial Times, говорит, Зеленский не откажется от Донбасса, короче, война. Но тут очень интересен Дэвид Игнатиус из Вашингтон-Пост, автор, который опубликовал свой материал и говорит о том, что президентом Украины в будущем году станет Валерий Залужный.
Значит, он прогнозирует, что война продолжится, станет кровавым тупиком, произойдет расширение войны после того, как НАТО собьет российский беспилотник, который пересечет воздушное пространство. Ну, в общем, тот сценарий, который пытался Зеленский опередить и лепил в уходящем году. Мы помним это, когда поляков там начинали, ну, румынов. Молдаван, румын и так далее. Так что, да. Значит, в мирное соглашение, в котором Украина соглашается на территориальный компромисс и не вступать в НАТО, он, Игнатиус, не верит, как в то, что украинские ракеты «Фламинго» нанесут удар по Кремлю, а российская армия приблизится к Днепру. Короче, Игнатиус нам пишет в Вашингтон-Пост о том, что это будет какая-то... Ну, это следующий год будет годом не прорыва, не год лошади, которая галопом проскочим, мы вот эти все неурядицы, если что-то произойдет плохое, то это все быстро, что это копытом не легнут вот эту свору и партию войны, а наоборот будет тягомотина и погрузнет во всем этом. Что вы думаете по поводу этого прогноза? Вы знаете, на самом деле этот прогноз абсолютно справедлив, с условием, что президентом Украины останется Зеленский. Так Залужный будет, говорит. Я вот еще раз говорю. Это первый аспект. Второй аспект. Если станет Залужным, то президентом останется Зеленский. Это как сейчас... Фактически да. Это как именно. Я именно к этому Слушайте, это как в офисе президента. Ермака убрали, Конечно. а он до сих пор... Конечно. Просто Залужный – это вторая ипостась, второе лицо того же явления, которым является Зеленский. Залужный – это не оппонент Зеленского, это дублер. Я постоянно говорю это на протяжении длительного времени. Залужный не является самостоятельной фигурой. Это дублер Зеленского. Ну, если поменяют, условно говоря, там Ермака на Пашинского, условно, ну, а это, кстати, кум Залужного и все прочее, это общеизвестный факт. Вот, ну, извините, пожалуйста, от этого мало что выиграет. Более того, я более чем уверен, что мы просто будем вспоминать Андрея Борисовича как невинного, там, такого себе отличного менеджера, вот, с какими-то еще принципами, возможно, там, на фоне тех, кто могут прийти Залужный. Залужный, кстати, он повторяет во многом те же действия, которые повторял в свое время Ющенко. Они очень близки по психотипу, Ющенко и Залужный. Он уже навешивает на себя большое количество обязательств. Перед ним уже выстроилась целая очередь из людей, которые готовы там, жертвовать на его, спонсировать на его политическую деятельность. Ему уже там говорят, офис подыскивают в Киеве. Ну, не знаю, за что купил в данной ситуации. И как и наша Украина, которая собрала там огромное количество проходимцев, вот, которые подняли Ющенко как знамя, и потом фактически утопили его рейтинги, вот, въехав на его горбе в политику. Точно так же сейчас собирается огромное количество таких же проходимцев, кстати, очень многие, которые уже вместе с Ющенко проходили 20 лет назад в политику. Вот они хотят сейчас приехать вместе с Залужным. Залужный формирует сейчас особую команду. Вот. Это люди, которые связаны с Житомирской областью, с его родиной, вот, которые будут очень активно влиять. Я их называю древляне, политические древляне. Которые наконец-то отомстят за сожжение Искоростеня. Но дело в том, что на сегодняшний день Залужный – это действительно наиболее рейтинговый политик. Вот, но это как раз попытка, как, условно говоря, заменить Зеленского, обанкротившегося уже полностью, более свежим лицом, подающим надежды. Ему уже формируют определенную легенду под него. Вот, вот этот феномен. Поэтому я и говорю, что если останется Зеленский, вот, Владимир Александрович Зеленский, или там, как там Валерий Зеленский, Федорович Зеленский, да, так вот. То есть от этого ничего не меняется. По поводу Залужного, конечно, и выборов, это очень интересная история. Так нас ждут в 26-м году выборы или референдум? Или референдум и выборы? Смотрите, или ни того и ни другого? Зеленский, когда говорит про референдум, он пытается обмануть Трампа. Почитайте закон о референдуме. Зеленский говорит, давайте мы самые спорные вопросы вынесем на референдум. Так вот, согласно закону, который существует сегодня, который принят в декабре 2022 года,
вот, при Зеленском, закон о референдуме, вот, который вступил в действие в 2023 году, после того, как был опубликован официально. Так вот, этот закон предусматривает, что на референдум может выноситься только один вопрос. Не 2, не 3, не 10 вопросов. Один вопрос может выноситься. И второе, что вопросы территориальной целостности Украины не могут быть предметом референдума. Так что в данной ситуации Зеленский попросту пытается развести лоха, что называется. Вот. И когда Трампу скажут, что вот этот не лох, считает, что вы лох, вот, я думаю, что могут быть очень серьезные последствия для Зеленского. Зеленский... Это затягивание процесса. Нет, ну смотрите, просто вы тоже убеждены, что даже пойдет ли сам Зеленский на эти выборы и их организует, или Залужный будет как преемник, но они состоятся в 26-м или не состоятся не обязательно. Вовсе? Это тоже не обязательно. Это тоже разговоры такие досужие. Мы готовы, условно. Мы готовы, но. А давайте пусть Путин гарантирует, что будет на протяжении всего этого времени, пока будет идти подготовка к референдуму, пока будут организовываться участки для голосования и прочее. Вот, пусть он гарантирует перемирие. Вот. Путин уже сказал, никакого перемирия. Вот, более того, еще Соединенные Штаты еще в 23 году, еще при Байдене, говорили о том, что есть мировой опыт проведения выборов в условиях войны, в условиях потери территории и так далее. И они приводили как самый яркий пример, это выборы в августе 1952 года, выборы президента Южной Кореи, когда Ли Сен Мана избирали. Вот, американцы говорят постоянно Зеленскому, что вот именно эти выборы заложили демократический путь, дали демократический вектор развития Южной Кореи на будущие десятилетия. Вот, так что и вы можете воспользоваться этим опытом. Зеленский говорит, мы не можем провести выборы в таких условиях. Ну. Константин Петрович, смотрите, еще одна тема, которая кружится на устах Зеленского и которую, в принципе, Трамп не отвергает. Мы видели в Мар-а-Лаго, что это 20 пунктов, ухом не повел Трамп, ему плевать по этому поводу. Ну и другие, там, референдум он тоже пытался пропихнуть. Трамп вообще, ему индифферентно. Но он четко сказал, мир будет мир, то есть не будет перемирия. На референдум, на выборы, ни на что угодно. Будет мир. Москва вчера сказала, будут выборы, собственно, мандат, а потом мир. То есть мы вот понимаем, что с Зеленским или при Зеленском ничего не будет. Но то, что Трамп не отвергает, и за что, казалось бы, ну, если мы с вами анализируем ситуацию, да, и констатируем не полный провал, например, там, дипломатии Зеленского, а хоть что-то, за что можно зацепиться, причем и Европе, и Америке, и Украине, и России, так это вот эта формулировка гарантии безопасности. Пограничники вчера и сегодня тоже записали вот такой новогодний ролик. Ну, там, понятно, едет машина полувоенная, там Дед Мороз. Ну, у нас нет Дед Мороза, у нас Санта-Клаус, да. Его там останавливают пограничники, с ним вот беседуют. Печенька слушает, да, о том, что будут, сейчас смотрите, подарки рассматривать. Там ракета, видите? Ракета определенная. Говорит, надо все осмотреть. Да, езжай на сканер. А что ты везешь, Дед Мороз? Он говорит, гарантии безопасности. Ну, это вот печенюшка, помощница Дед Мороза, как-то отвлекла, видите, пограничницу. Та пошла посмотреть, она бросает снежинки туда, да, вот. И, в общем-то, наклацал этот персонаж, собственно, на компьютере у нее. И вот, смотрите, там только подарки. Глянули, и Дедушку Мороза пропустили. Смотрите, ну и все, там все радостные, собака в шоке, потому что печенька обманула целых пограничников. Потрясающий сюжет. Вот просто потрясающий. Но он же в сухом остатке истинное намерение Украины, украинской власти демонстрирует. И уже этого никто не стесняется. Что гарантия безопасности – это чтобы лупить по России подальше какими-то томагавками, ракетами и всем прочим. Смотрите, а каким вот мы можем выйти на то, что в 26-м году, вот в этом году у нас же перерождение. Зеленский говорил на Дне независимости, мы теперь не жертва
мы боец. А в следующем году мы станем сами государством-агрессором, если не террористом. Да. Смотрите, вопрос возникает, который далеко не праздный вопрос. Если мы требуем, во-первых, подписания мирного договора. Мирный договор – это налагает определенные обязательства на две стороны, то есть это и Украина, и Россия, при, возможно, посредничестве, при определенных гарантиях, и эти гарантии предоставляются. Б. Мы требуем, чтобы были гарантии со стороны США и НАТО. Вот, требуем тоже. США говорят, хорошо, мы дадим им гарантии на 15 лет. А 15 лет – это очень много, кстати. Гарантии на 15 лет – это очень серьезно, потому что, как правило, гарантии вообще не длятся более 4-5 лет. Вот, на бумаге они могут длиться. 4-5 лет – это гарантии, которые могут предоставлять люди, которые непосредственно дают эти гарантии. Вот, когда они уходят со своих должностей, эти гарантии перестают действовать для их преемников. Ну, так уж устроен сегодняшний мир, что никто всерьез не относится к тому, что подписывали предшественники. Вот, поэтому гарантии на 15 лет – это тоже как бы достаточно серьезно. И при этом, мы еще и требуем, чтобы у нас оставили армию 800 тысяч человек, которую будут кормить, не мы будем кормить, а мы будем требовать, просить, чтобы эту армию содержали европейцы или американцы. И еще Г. Это Украина не отставляет надежды, что у нас будет размещен 10, 15, 20 тысячный контингент британских и французских войск. Тем более, что им не нужен мандат ни НАТО, ни ЕС. Да. Уже об этом Die Welt сегодня написали, да? Да, а только приглашение Украины. Так вот, все это в совокупности показывает, что Украина не готовится к миру. Вот. Если готовимся к миру, то, соответственно, нас должны удовлетворять первых два пункта. Вот. Деньги, которые высвобождаются в таком случае, мы отправляем на строительство, отправляем на восстановление. Часть армии, часть демобилизованных тоже направляем на восстановление экономики и прочее. Но нет, мы говорим, дайте нам возможность содержать и дальше 800-тысячную армию. Зачем? Вопрос. Ну как зачем? Чтобы мир был, это наша гарантия безопасности, говорит Зеленский. Вот смотрите, это настолько стало очевидным и понятным сейчас. Я даже не хочу там с вами вспоминать там Жеку Кошевого, который там интервью раздает. Я вот 5 минут назад, мы в прямом эфире сейчас, все меньше и меньше до Нового года, 5 минут назад выходит Зеленский и публикует вот эту фотографию и пишет, что еще один год проходит, мы его выбрали преданностью и стойкостью, принципиальностью и ежедневным трудом украинцев. Этот год стал возможным благодаря нашим защитникам, тем, кто отстоял его не только для Украины и для всех, кто ценит свободу и, я не буду переводить, гидность. Дальше идти вместе с тем, что нас держит опытом и памятью, родным словом, надеждой и верой. Берем с собой способность тут ошибка, пробел забыли. Ладно, в общем, общего дела и человечности. В общем, это то, что превыше всего. Верим в мир, боремся за него и работаем ради него. С Новым годом, дорогие украинцы! Написал Зеленский. Какая-то сплошная фальшивка. И по поводу родных верований, слова родного, и про человечность превыше всего. Вы же понимаете, я в самом начале говорил о том, что делите на 10 все то, что пишут. Понятное дело, что пишет не сам Зеленский, поступают указания либо его пресс-секретарю, либо спичрайтеру. Надо срочно написать текст. Тот садится, и там набор слов, набор красивых фраз, генератор этих приятных пожеланий. И все, Зеленский потом озвучивает. Да, мы посмотрим, послушаем еще, конечно, Зеленского, как он верит в мир. Значит,
Друзья, всем большое спасибо за то, что ставите лайки, за то, что поздравляете с Новым годом. Несмотря на то, что как бы это не грустно было принимать, но лучше так, лучше так. Этот год, который уходит, он оставляет нам четкость и ясность понимания того, что с нами, вот вообще, что такое власть, как она, и, собственно, из чего, и что она из себя представляет, и что заявляет, и что делает. Как в ролике от пограничников с Санта-Клаусом, ракетой и гарантиями безопасности. Значит, давайте подведем итоги нашего опроса сегодняшнего. Судя по последним заявлениям, кто Украине желает процветания больше? Как проголосовали люди, которые нас смотрят сейчас в этот предновогодний вечер? Значит, 3% Зеленский, 6% Урсула и компания, 19% Трамп, 72% Путин. Опять эти 72-73% пресловутые. Получается, Трамп вроде крамольную мысль сказал Мар-а-Лаго, но все ее услышали. Ну, видите, знаете, я думаю, что в данной ситуации очень сложно будет комментировать. Очень сложно будет Ну, комментировать. понятно, Но потому что это цифры статья говорят сразу, да, положительно, да. Да, друзья, значит, переходим к вашим вопросам. Клуб зрителей Шелеста. Значит, вот такой вопрос отсюда от Василия. С Новым годом! Какой украинский город является сейчас истинным лицом Украины? Как вы оцениваете? Ой, сейчас сложно сказать, какой украинский город, потому что, вы знаете, на самом деле все украинские города настолько не похожи сейчас друг на друга, вот, что сказать, что именно вот этот город является квинтэссенцией нынешней Украины, это будет, наверное, преувеличение. Вот. Потому что можно много говорить о том, что есть города, которые непосредственно ежедневно страдают от войны. Вот. И, соответственно, это будет правда, это будет лицо одной Украины. Есть города, которые достаточно сейчас комфортно себя чувствуют и, ну, насколько это возможно, развивают бизнес и прочее, в основном, вот, например, Ужгород или Черновцы. Вот, да, отключают свет, отключение все есть это, но я имею в виду, что туда редко прилетают, слава богу, что редко прилетают туда снаряды, и там идет абсолютно другая жизнь. Вот. И это тоже лицо Украины современной. Есть города центральной Украины, в которых уже фактически чуть ли не осталось мужского населения. Вот, это тоже лицо Украины. Так что, знаете, у нынешней Украины нет единого какого-то там одного города, который можно показать, что вот это вот, смотрите, вот это квинтэссенция нынешней Украины. Нет, такого нет. Так, сообщество YouTube. Недавно в эфире вы заявили, что, возможно, скоро придется дописывать Джокер. Есть разведпризнаки. Там же вы обмолвились, что предлагали известным людям создать некое информационное сопровождение и получили либо молчание, либо отказ. И как можно перебороть это хатоскрайничество? Это не хатоскрайничество, это просто, наверное, недоверие там, к тому, что скоро война закончится или что скоро начнутся какие-то процессы, или что это кому-то надо сейчас. Вот. Многие просто не чувствуют ситуации в стране, не ощущают того, что можно что-то изменить. Если говорить про то, что скоро придется дописывать, это я высказал свое пожелание, надежду. Вот, никаких разведданных у меня нету. Вот. Со мной разведчики не делятся подобного рода информацией. Вот. Я не знаю, что там, то есть мне никто не отчитывается, что, условно говоря, 3 января в 15:00 произойдет нечто, после чего произойдут какие-то изменения. Нет, такого нету. Вот. Но в целом, да, я информацию получаю из разных источников, и я понимаю, что уже очень многие живут предвкушением того, что в Украине может очень серьезно что-то поменяться. Вопрос от Константина. Добрый вечер, господа. Константин, согласны ли вы с Игорем Мосейчуком, что все окружение Зеленского – это зеленые гниды, или все-таки среди них есть светло-зеленые и темно-зеленые? Постскриптум. Наступающим вас Новым годом, пусть у ваших близких в Новом году все будет хорошо. Ну или в крайнем случае очень хорошо.
Большое, большое спасибо, и это абсолютно взаимно, это я адресую всем нашим зрителям. Вот. Ну, Игорь Мосичук, он дал такой образ зеленых гнид, вот. Но я понимаю откуда, что ему очень нравится выражение, которое приписывает Симону Петлюре, который когда-то сказал, что не так страшны русские вши, как украинские гниды. Да, так вот, соответственно, вот он использует этот образ. А уже какого они цвета, какого они там качества и так далее, знаете, у кровососущих у них как-то, знаете, не особо разбирается тот, кто стал жертвой педикулеза, какого они цвета и какого они размера. Просто понимаете, в чем дело? Вот эта вот модель украинского общества. Сосущее и кровососущее. Понимаете, в чем дело? Ну, какой-то просто балаган. Знаете, после Майдана, когда пришла новая власть, и меня спрашивали, как ты можешь вот этих всех там поддерживать, вот всех тех, кто оказались вне игры, кого иллюстрировали, я приводил цитату из Бродского. Вот. Говорят, что все наместники ворюги, но ворюги мне милее, чем кровопийцы. Так вот, в данной ситуации это оказалось пророческим. Эти слова оказались пророческими, потому что к власти пришли действительно кровопийцы вместо ворюг. Так, следующий вопрос. Увы, опыт Чили самый полезный, поэтому на первом этапе нужен Залужный, на втором этапе года через 2 нужен кто-то вроде Арестовича Мураева, остальные приспособленцы. А кто сказал, что Залужный – это Пиночет? Вот. Только потому, что у него есть генеральские погоны. Знаете, в таком случае можно сказать, что уже лучше там Буданов, Малюк, Поклад или еще кто-либо, они больше похожи на Пиночета, чем Залужный. Наталья Знаете, Александровна... в свое время я просто скажу, что ровно за 1 год до путча Пиночета, вот, в сентябре 1972 года была попытка свержения Альенде. Вот, был генерал Эстрада, вот, который пытался свергнуть законный режим. И Пиночет в списке тех, кто должны были быть уничтожены, стоял под номером 2 после Альенде. Вот, он воспринимался как ближайший соратник Сальвадора Альенде, как человек, который является опасным с точки зрения заговорщиков, и его пытались тоже как бы ликвидировать. Заговор, путч 1972 года провалился, но это не помешало тому же Сальвадору Альенде через год, точнее, извините, Аугусто Пиночета, через год свергнуть Сальвадора Альенде, с которым они были в одном расстрельном списке, вот, уничтожить Сальвадора Альенде и самому взять власть на длительное время в Чили. Поэтому Украина недалеко ушла от латиноамериканских сценариев, и поэтому думаю, что Зеленский должен бояться своего окружения достаточно серьезно, бояться, опасаться. Да, значит, так, приходит уточнение, что вот на тех фотографиях с Зеленской, да, в черной вышиванке, это украинский бренд вышиванки, орнамент называется «Зверь». Вот, 5600 гривен стоит такая вышиванка. Ну, это так, для понимания, какого мира хочет Зеленский и в чем он надет. Везде же знаки и символы, правда? Можем... Я думаю, что Елена Зеленская, она вряд ли ориентируется на знаки и символы. Елена Зеленская, она по своему психотипу, она очень падка на то, что ей советуют, как раз говорят, это вот стильно. Вот это стильно, вот это надо, это круто, условно говоря. Ну, круто, значит, ей посоветовали люди, к которым она прислушивается. Вот. А уже символизм, это уже мы в данной ситуации слишком много хотим от Елены Владимировны. Так, значит, дальше. Вот такой вопрос. Александр Константин Петрович, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Наталья, спасибо и вас. Хороших оптимистических новостей, крепкого здоровья, мирного неба. Нора в какой из известных лошадей в 2026 году может проявиться наиболее заметно? Жан Лебланк, Сивка Бурка, Маузер или Рассенант?
Да, это очень интересно. Да, что, эм, для Украины, да, тут эм, очень интересно. Ну, я понимаю, что большинство это литературные, литературные персонажи, но как-то учитывая специфику нынешнюю, наверное, Зеленский бы очень хотел, чтобы следующий год стал сивкой буркой, который бы там выполнял все желания, все его желания, все пожелания, но ресурсов и запасов хватает только на то, чтобы быть Росинантом. Так, да, значит, добрый вечер, Константин Петрович, с наступающими праздниками. Распутайте, пожалуйста, клубок с новогодними рождественскими датами. Крепкого вам здоровья. Я так понимаю, этот вопрос о дне программиста 7 числа. И получается, что, ну все, сейчас вот Новый На год самом отгуляет деле, Зеленский, и все, праздников в январе не будет. на самом деле, вот, кстати, большевики пытались в 20-е годы отменить Рождество 7 января. Почитайте, кстати, дневники Сергея Ефремова. Выдающийся деятель украинской истории, академик, известный литературовед. В 1917 году был заместителем председателя Центральной Рады, то есть обвинить его в симпатиях к советской власти сложно, тем более, что его в 1930 году осудили, и он в 30-е годы погиб в лагерях. Так вот, в 20-е годы он очень много писал о том, как большевики искореняли 7 января из сознания граждан, именно 7 января, и пытались заставить 25-го праздновать. Почему? Дело в том, что до революции, до 1918 года, до смены календаря, до перехода на григорианский календарь Юлианского, вот, праздновалось Рождество действительно 25 января. Решили, что если таким образом мы меняем календарь и подвигаем его на 2 недели, фактически, то значит и Рождество, которое раньше было 25 декабря, теперь подвигается на 7 января. Вот. Но и большевики тогда, и нынешняя власть пытаются убедить, нет, вы должны праздновать именно 25 декабря. То есть на 2 недели раньше фактически. Вот. Ну, по большому счету сейчас это аргументируется тем, что давайте праздновать со всем миром. А у нас на самом деле, на протяжении 18-19 веков установилась другая традиция, и некоторые православные церкви до сих пор продолжают праздновать 7. Я праздную 7, так как праздновали мои отцы, деды. Я праздную именно так, как я привык, 7 января. И поэтому мои друзья, мои знакомые, они понимают, что 25 декабря меня поздравлять бесполезно. Да, спасибо, как бы, друзья, вот за солидарность я тоже здесь, вот вижу в чате, поздравляют из Магадана уже, с 26-го года передают привет, спасибо большое. Скоро везде будет Магадан, ну, в смысле, 26-й год. Хороший вопрос, кстати, почему Трамп продолжает позориться дальше? У него нет возможности своего добиться. Я уже сегодня говорил. Я уже говорил, что Трамп не хочет идти на радикальные действия для того, чтобы не рассориться с частью своей команды. Вот только по этой причине. Александр задает вопрос. Константин Петрович, помогите разрешить головоломку. 1654 год. Хмельницкий присягнул на верность московскому царю. 58-й. Выговский заключил союз с Речью Посполитой, присягнув королю. 59-й. Юрий Хмельницкий повторно вернул украинцев под Москву. 60-й. Тот же Юрий Хмельницкий снова присягнул польскому королю и так далее. Как в той песне «Эх раз, да еще много-много раз». Вопрос. Почему, имея столь древнюю и славную традицию политического лавирования, мы так долго и упорно продолжаем хранить верность британской короне? Это уже персональная зависимость, потому что в данной ситуации это не государство зависит, а персонально Владимир Александрович Зеленский присягнул британской короне в 2020 году, в октябре 2020 года, и хранит свою верность. Вот. Я не знаю, что ему показывал в свое время Ричард Мур, когда час 40 минут
они общались в кабинете Ричарда Мура. Я не знаю, какое досье ему показывали, какие фотографии, какие там выписки с каких счетов, что ему показывали. Но видно что-то очень серьезное, что Зеленский понял, что лучше уж выполнять все то, что ему э, диктуют. Так, чат трансляции, друзья. Ой, я, видите, периодически перехожу к чату. Тут пишут: верните Витю, наладить мирную жизнь, понимаете? Понятно, что Витя, ну, короче, у многих людей просто истосковались они по нормальной какой-то жизни, да, по другой политике. Да и моложе все были, и время Понимаю, было. да. А вопрос только какого извить, Да потому хоть что какого. на территории России сейчас два Вити, и оба не прочь вернуться. Нет, подождите, есть еще третий Витя, который там показывает, что Москва экспортирует коррупцию. Ющенко. Витя Пчеловод Да. еще есть. Не, ну я имею в виду, что на территории России сейчас имеется те, Да, которые... значит, вопрос. Константину, была ли встреча Зеленского с Патрушевым в Омане, и может ли быть это все игра для продления срока президентства Зеленского? По моим данным, не было никакой встречи Зеленского с Патрушевым. Я общался с некоторыми людьми, которые были вместе с Зеленским там. Вот. Они подтверждают, что никакого Патрушева там не было. Самолет просто прилетал в Оман, на котором, который использовал в том числе Патрушев. Это не личный самолет Патрушева, это самолет, который использовался в том числе Патрушевым в свое время. С Патрушевым встреч не было. Так, ну опять, ну много вопросов, кого вы видите следующим там руководителем, кого бы хотели. Ребята, еще предвыборка не началась, а вы уже такие вопросы задаете. Конечно, А, конечно, да. Так. Так, в одном из эфиров вы заявили, что глубоко уважаете Дубинского. Это правда и за что? Я уважаю Дубинского как политика, который все-таки не склоняется, который продолжает, несмотря ни на что, вот, сопротивление. Вот. Мы не знакомы с ним лично. Ну, точнее, скажем так, у нас были офисы на одной улице. Вот, время от времени мы здоровались, когда там кивком головы, когда встречались на улице. Я знал, кто он знал, кто я, но мы никогда не представляли, нас никогда не представляли друг другу. Вот. Но он несколько раз, уже находясь в заключении, он несколько раз очень лестные отзывы публиковал относительно меня. Спасибо большое ему. И я его как человека, который находится сейчас за стенках, но при этом не отчаялся, а дальше продолжает свою борьбу, я его искренне за это уважаю. Вот. Возможно, что у нас будут абсолютно диаметрально противоположные взгляды и так далее. Я его уважаю именно за этот период, в данной ситуации, за этот период, за его действия, за его, скажем так, за его позицию. Вот. Так где все-таки воюет Ермак, уточняет пользователь? Ну, насколько мне известно, на улице Грушевского занял уже там серьезную оборону. Вот там есть дом, в котором, говорят, принимает людей. Очень часто так к нему приходят, чуть ли не с отчетами вот в этом доме. Ну, там он воюет очень активно. Так. Враг не подступит. Видите, ни один враг не подошел еще к улице Грушевского. Да, значит, не понимаю, почему юлианский стиль. Папа Григорий был, конечно, католик, но все-таки христианин. А Юлий Цезарь, ну, язычник, самый что ни на есть. Тем более, что Григорианский сильно более точный. Я понимаю, но дело в том, что в начале 18 века, в 1700 году, было принято решение вот Петром Первым, вот, был принят определенный календарь, определенный стиль, вот, который был пересмотрен в 1918 году. В феврале 1918 года пересмотрели. И как раз тогда перешли на Григорианский календарь. Но церковь живет по своим канонам. И поэтому церковь, она не перешла вместе с гражданскими структурами. Вот. Она продолжала жить по своему календарю. Так что... Давайте финальный вопрос вот такой. Почему Украина каждый раз свою независимость воспринимает как что-то деструктивное, разрушительное, а не созидательное и компромиссное, как внутри государства и общества, так и с соседями? С Новым годом! Да.
Но дело в том, что Украина не так часто получала свою независимость, обретала свою независимость. И очень хочется, чтобы она вынесла очень серьезный урок с истории, которая началась в 1991 году. И чтобы вот эти все деструктивные моменты, они все-таки стали предметом для работы над ошибками, а не просто предметом гордости, как это пытаются сейчас некоторые идеологи убедить в этом. А что касается в целом, я абсолютно согласен, что необходимо абсолютно новое качество независимости, созидательное и именно такое, которым можно было бы гордиться. Дубинский воевал против православия, вы же помните, Константин Петрович? Ну, вот такие ремарки. Я понимаю, что у каждого есть свои скелеты в шкафу, я понимаю, что есть у каждого свои темные стороны, есть то, за что может быть стыдно. Вот, но я говорю про сегодняшнее время, именно про сегодняшнюю его позицию. И, знаете, вот воевал, всякий Савл может стать Павлом. Давайте дадим шанс. Да, давайте дадим шанс 26-му году, что он нас удивит. Хотя столько удивительного было в 25-м, но тем не менее, кажется, будем удивляться. Я специально подбираю глагол «удивляться» в 26-м году, потому что, знаете, ну, это такой достаточно важный год позади. Много тягот, много лишений, но много вот все-таки событий, за которых нужно ухватиться, чтобы понять, каким будет 26-й. Константин Петрович, я очень благодарен, что 25-й год вы помогали не пропустить эти события. Я очень надеюсь, что в 2026 году мы продолжим наше сотрудничество. Мне очень приятен наш формат, мне приятно общаться по средам. И я желаю всем желаю мира. Вот. Несмотря на скепсис, несмотря на то, что многие говорят, что никакого мира в 2026 году не будет, я все-таки желаю, чтобы мир наступил. Я желаю, чтобы наступила справедливость. Вот. Я желаю желаю всем фактически, чтобы мы дождались смены власти Украины, потому что я напрямую вижу, что эта смена будет напрямую сопряжена и с поиском формулы мира. Вот. Без устранения партии войны от власти невозможно достижение мира. Я также желаю всем крепкого здоровья, желаю любви, желаю счастья, желаю достатка и всех-всех благ. Друзья, спасибо всем большое за то, что мы в 25-м году с вами вместе оказались, для тех, кто подписался в 25-м году. Спасибо всем тем, которые уже который год подписываются, и в 26-м не отпишется тоже. Это касается и этого YouTube-канала, на котором вы смотрите, это касается и телеграм-канала Шелест, закрытого клуба, это касается и телеграм-канала Костя Бондаренко, и ютуба Костя Бондаренко. Спасибо всем большое, спасибо нашим многоуважаемым подписчикам за то, что следите, за то, что не пропускаете, поддерживаете добрым словом, лайком. Вы знаете, взаимовыручка и поддержка – это самое главное. В каких бы сложных ситуациях ни оказались, я уже там пробрасывал, упоминал там, а этот год, видите, как санкции принес на голову, да, и Костю Петровичу, и мне. Но, вы знаете, все равно появляются очень... Вот самое главное – это люди в нашей жизни, которых мы встречаем. Давайте быть благодарными за людей, добрых, хороших и открытых. И как вот... в «Мастере и Маргарите», да, Булгакова, которого снесли и как бы вычеркнули сейчас, да, как вот Иешуа Ганоцтри, да, говорит, добрый человек. Как? Да, давайте будем добры и будем добрыми людьми. Вот в том самом понимании. И верим, что добрых людей, несмотря ни на что, больше. Даже в самые опасные и лихие времена. Доброты и с наступающим 2026 годом. Увидимся.